Всем привет, меня зовут Ксюша, и я очень рада, что ты открыла это видео. Ведь в этом ролике я покажу, как связать вот такую шапочку. Она обязательно придаст тебе изюминку к любому твоему образу. Так шапочка выглядит с разных сторон. Ее очень легко вязать, и поэтому можешь позвать свою подругу, вместе с ней собраться, устроить небольшой девичник или включить любимый сериал, легкую музыку и вязать вместе со мной. Если тебе не очень по душе такой вариант, у меня есть еще один мастер-класс по похожей шапочке, но другой рисунок. Ты можешь зайти и посмотреть его в описании, будет ссылка, или в всплывающем окне можешь прям сразу переходить к ролику. Ролик подходит для начинающих, даже для тех, кто никогда не брал руки в крючок, потому что в этом видео я подробно показываю шаг за шагом, что и как я вяжу, и немного объясняю. Для своей шапочки я использовала пряжу Yarnart Jeans и крючок 3 мм. Вы также можете связать какой-нибудь осенний, весенний вариант из мохера, например, или даже попробовать связать из какой-нибудь толстой пряжи. Но, конечно же, тогда шапочка будет немного другого вида, в этом можете просто экспериментировать. Для практики можете вообще любую взять пряжу, какая вам нравится или какая у вас есть дома. Мне будет очень приятно, если после просмотра этого видео вы обязательно оставите свой комментарий о том, как вам сам мастер-класс, получилось ли, где-то были какие-то ошибки или, может быть, что-то было непонятно в моем объяснении. Я прислушаюсь обязательно и возьму это к себе на заметку для следующих подобных роликов. Ну что, не будем томить, не будем больше затягивать, давайте приступать к вязанию. Для корректного вязания нам еще понадобится обхват головы. Измерьте самую широкую часть головы чуть выше уха, а затем получившееся число поделите на 3 и округлите результат до целого в большую сторону. Нам эта цифра пригодится. Это будет нашим ориентиром для вязания основы шапочки. Итак, начинаем мы вязать с кольцами гуруми. Мы хвостик располагаем в левой руке и основную нить вот так перекрещиваем. Затем подтягиваем крючком нашу основную нить. Я здесь руки меняю, чтобы у меня левая рука держала хвостик. Вот таким образом. Видите, у нас вот здесь получается крючок, из-за того, что я его могу подтягивать, такая петелька, точнее, не крючок. И мы сразу здесь делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 из них это будут как бы всегда петли подъема, которые будут заменять нам один столбик с накидом. Эта петля у нас просто будет между столбиками. Теперь мы делаем столбик с одним накидом, делаем накид и провязываем его вот в это кольцо. Вот таким образом. И теперь рабочую нить сначала через первые 2 петли на крючке, затем через вторые 2 петли на крючке. Вот у нас получился столбик с одним накидом. Нам теперь нужно снова сделать одну петлю воздушную. И снова делаем столбик с одним накидом. Накид и снова в это кольцо. Первые 2, вторые 2. У нас уже получилось 3 таких. И теперь мы вяжем по кругу, то есть мы постоянно сейчас будем в этот круг подцеплять рабочую петлю. И мы делаем 12 столбиков с накидом. И между столбиками с накидами мы обязательно провязываем одну воздушную петлю. То есть мы уже здесь провязали 3, нам осталось еще 9 раз. Воздушная петля, накид и провязываем. Воздушная петля, накид и провязываем. Обратите внимание, что мы провязываем через 2 нити, то есть через вот это кольцо, и плюс закрываем, затрагиваем еще вот этот кончик. Снова петля, накид, в кольцо захватываем, да, что у нас кончик нашего вязания и петля кольца над крючком.
захватываем рабочую нить, вытаскиваем и провязываем столбик с одним накидом. Вот я провязала, получается, 12 столбиков, то есть это вместе с первыми 4, да, воздушными петлями подъема. Вот это у меня 12 столбик, мы делаем здесь петлю воздушную. Вот этот кончик теперь затягиваем, то есть мы образуем кольцо, прямо оттягиваем. И теперь мы делаем соединительную петлю в третью петлю вот этого первого, скажем так, столбика. То есть мы делали 4, одну мы оставляем на петлю как бы между столбиками. И вот у нас 1, 2, 3, вот 4, и мы в нее теперь вот так вот аккуратно делаем соединительную петлю. Просто рабочую нить вытягиваем через петлю. Вот, отлично. Сделали. Теперь переходим ко второму ряду. Чтобы перейти ко второму ряду, нам нужно оказаться между столбиками. Поэтому я делаю соединительную петлю таким образом. То есть я под арку завожу наш крючок. И теперь здесь делаю снова 4 воздушные петли. И снова здесь это у нас первые 3 имитация столбика с накидом. Это у нас будет петля между столбиками. Здесь снова делаем накид, и второй ряд, как мы вяжем? Мы теперь вяжем по 2 столбика с накидом в каждое пространство между столбиками первого ряда. И обязательно между ними мы также сохраняем одну воздушную петлю. То есть мы сейчас провязали с вами 3. Это как один столбик с накидом, воздушная петля между, как пробел, скажем так. Теперь делаем накид и сюда же заводим просто под арку, провязываем наш столбик с накидом. Получилась вот такая как бы галочка. Между вот такими галочками мы тоже будем делать одну воздушную петлю сейчас. Это у нас начинается основной рисунок. Накид и ищем вторую арочку, провязываем. Снова воздушная петля, накид, провязываем. Вот у нас получилось уже 2 такие галочки. Между ними и между столбиками с накидом мы также сохраняем одну воздушную петлю. Накид, точнее воздушная петля, накид, и ищем следующий столбик. Воздушная петля и снова сюда же, чтобы образовалась галочка. Вот таким образом. И теперь вот в каждую эту арочку между столбиками первого ряда мы провязываем 2 столбика с накидом, и обязательно между ними и между каждыми столбиками провязываем одну воздушную петлю. Провязываем последнюю нашу галочку, столбик, воздушная петля, снова накид. Отлично. И также не забываем сохранять после последнего столбика воздушную петлю. И теперь тоже замыкаем круг в третью петлю соединительной петлей. Вот так.
И теперь нам нужно снова перейти в серединку для начала третьего ряда. То есть можно просто под арку завести крючок, и мы окажемся в середине. Можно, второй способ покажу, а можно сделать соединительную петлю вот как раз таки вот в эту серединку, но не под арку, а в саму петлю провязать. Ну, для кого-то будет быстрее и проще под арку. Так тоже можно. Здесь у нас было 12 с вами столбиков с накидом. Во втором ряду у нас получилось 24. Мы с вами в целом провязали основной рисунок. И сейчас с третьего будет гораздо проще, с третьего ряда. Как мы будем теперь с вами вязать? Мы теперь будем с вами вязать вот наши вот эти галочки, скажем так, галочки над галочками. Вот этот рисунок, где у нас есть столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, он у нас не меняется. Теперь из ряда в ряд будет меняться только количество петелек между вот этими галочками. Мы как раз сейчас с вами в галочке провязываем наш основной рисунок. Это, так как у нас до начала ряда провязываем 4 воздушные петли, накид, и в эту же арку, да, между провязываем столбик с накидом. Это мы провязали с вами вот основной рисунок. Теперь у нас здесь между вот этими галочками была одна воздушная петля. Но с каждым новым рядом количество будет увеличиваться на +1. Здесь было 1, теперь мы делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И теперь находим нашу следующую галочку, делаем накид, и в эту галочку провязываем столбик с накидом. Провязали, снова делаем одну воздушную петлю, снова накид, и столбик с накидом в эту же галочку предыдущего ряда. Вот так. Снова у нас 2 воздушные петли, ну, потому что у нас между этими галочками. И снова у нас наш, скажем так, основной элемент в эту пойдет арку. Это уже мы игнорируем. Накид, провязываем сюда. Одна воздушная петля, только одна всегда. И снова накид, провязываем столбик с накидом в эту же арочку. Снова мы вот здесь вот эту игнорируем и делаем вместо одной 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. И снова наш опять рисунок, накид. Да, пропускаем вот эту. Вот у нас галочка. В галочку вот эту мы провязываем наш рисунок. Воздушная петля, снова накид и столбик. Вот таким образом. Доходим таким образом до конца. Вот я довязала последнюю арочку. 2 воздушные петли, чтобы у нас рисунок не ломался. И мы снова замыкаем круг в третью петлю, провязываем соединительную петлю. Таким образом. И снова переходим в центр, также либо под арку, либо нашу 4-ю, скажем так, петлю. Также провязываем соединительную. Отлично, мы оказались снова в серединке. Таким образом, у нас вот круг увеличивается. И вот у нас уже
становится четче видно наш рисунок. Вот они, вот эти галочки. И следующий ряд, 4, провязываем все в целом то же самое. Также начинаем. Единственное, что у нас будет меняться, это количество вот петель между галочками теперь, между галочками. Здесь у нас остается также по одной, а вот здесь будет всегда увеличиваться на одну. То есть мы здесь провязывали, вот здесь провязывали одну, здесь провязывали 2. Теперь в этом 4 ряду мы будем провязывать 3. И давайте еще раз также начало. 4 воздушные петли. Накид. Провязываем столбик. Здесь у нас ничего не меняется. Здесь провязываем 3 воздушные петли. Сильно их не зажимайте, то есть не нужно их сильно большими оставлять, вот такими, например, да. Но и сильно затягивать нити тоже не стоит. Старайтесь все делать одинаково, потому что от этого будет зависеть вообще, в принципе, размер вашей шапочки и ее вид. 3 провязали, снова накид. Ищем нашу галочку, вот она, и вот прям в нее. Первый столбик, воздушная петля, накид, и провязываем сюда же 2 столбик. И снова 3 воздушные петли. Вот, отлично. Покажу еще раз. Накид в галочку. 1 воздушная петля между столбиками. И снова столбик с накидом. Вот таким образом у нас расстояние за счет вот этого увеличения здесь петли наш круг будет все больше и больше. Итак, вот я довязала основу. Как понять, что мы закончили вязать основу? Мы должны нашу шапочку так пригладить, то есть наш основной круг, пласт разровнять, разложить на столе и замерить. И у вас как раз должно получиться либо точное число, для меня 18, то есть да, объем головы поделенный на 3. Он может быть чуть побольше, например, на полсантиметра, ничего страшного. Если меньше, то, скорее всего, просто будет вам шапочка очень мала. Если у вас ни туда, ни сюда, вы можете провязать еще 1 круг, но чередовать вот эти петли через раз, например, сохранять предыдущее количество петель в одном месте, но прибавлять в следующем. И, например, здесь сохранять предыдущее количество петель, здесь, например, плюс 1. То есть, если у вас, например, вы закончили на 6, то одно место вы проводите 6, в следующем 7. 6, 7. И потом попробуйте замерить снова. Но обычно вот у меня, я вяжу, у меня всегда в целом все совпадает. У меня получается 18. Это как раз ровно то, что мне нужно. Еще хочу обратить внимание на такой момент, как натяжение нити, как я говорила ранее, вот натяжение вот этих нитей. Если в какой-то момент, вот смотрите, здесь я, допустим, ничего не приглаживаю, у меня немножечко уже как бы заворачивается основа, это значит, что я где-то немножечко начала затягивать сильнее. Возможно, вот даже вижу, скорее всего, что это как раз-таки ряд, возможно, 4. То есть у меня они здесь потуже выглядят. И у вас начнет шапочка деформироваться, то есть основа начинает деформироваться. Это не совсем хорошо, если это сильно происходит каждый ряд, потому что иначе у вас шапочка будет конусом, это будет не очень красиво, она не будет облегать голову. Соответственно, вот сейчас покажу вот идеальный вариант. То есть здесь у меня даже ничего, основа никак не начинает собираться, вот она ровно лежит, например.
И в целом, даже если боком ее положить, она не будет собираться, да. Это у меня шапочка немножечко подсобирается, но в целом я могу ее также ровно разложить. Поэтому это, например, не критично. Но если вы видите, что у вас основа сильно начала собираться, то лучше расплести, найти момент, где оно у вас собирается, расплести этот ряд тоже, где оно у вас собирается, и не идет, скажем так, плоским кругом, и заново провязать. И стараться сохранять одно натяжение вот этих петель, когда вы провязываете их. Мы остановились вот на этом количестве, то есть здесь вот я довязала, у меня ряд получился, что я здесь провязывала между галочками 7 воздушных петель. И как только мы получили необходимый нам диаметр по шапочке, следующие ряды мы уже вяжем без каких-либо изменений. То есть мы больше не прибавляем никакие петли вот здесь. Главное, чтобы натяжение при провязывании вот этих воздушных петель было одинаковым, как с предыдущими рядами, чтобы у нас шапочка уже формировалась хорошо. И, например, основа, вот эта, да, верхняя основа не была шире, чем потом нижняя часть, которая будет уже прилегать к ушам. И все, и вы продолжаете вязать до нужной вам длины шапочки, потому что некоторые любят вязать до ушей, некоторые любят вязать, чтобы уши закрывались. Здесь вы уже сами должны определиться, примеряя шапочку на себя. Итак, я довязала. У меня сейчас вот получилась такая шапочка. Если я ее сейчас надену, она у меня будет немножко закрывать верхушку уха. В целом мне такая длина устраивает, и если я сейчас ее примерю, вот сложу пополам, это будет где-то 15 сантиметров. Вы можете связать также такую же длину, можете, например, до 16 или до 17, это где-то будет до середины уха. Это зависит вообще от вашего предпочтения, от вашего вкуса. И нам осталось сделать только обвязку и украшения. По обвязке я здесь хочу сделать самую простую, самую элементарную обвязку, которая не будет занимать много времени, не будет занимать много места в том числе. Что я делаю? Вот мы подсоединили наш последний ряд, соединили в круг, замкнули. Я делаю одну воздушную петлю, и теперь я буду провязывать по кругу соединительными петлями. Теперь в каждую, вот начиная с середины, но не в каждую петлю, а в полупетлю, в заднюю стенку, вот эту вот, которая от нас. Заводим крючок, захватываем и сразу нашу основную петлю на крючке. Здесь самое важное не затягивать вот эти петли, то есть они у вас должны быть примерно вот как в предыдущем ряду, иначе если вы будете сильно затягивать, например, вот так прям очень плотно вязать, да, вот делать такие вот соединительные петли, то у вас шапочка по вот этой основе нижней утянется, и вам будет просто неудобно носить, она будет вам мала. Соответственно, у меня, например, ориентир, это крючок помещается, и еще есть немножко воздуха. И вот так по кругу за каждую заднюю полупетлю я провязываю соединительными петлями. Вот такая обвязка у нас получается. То есть она не широкая, она просто красиво оформляет край. И как это закончить? Вот я провязываю последнюю петлю. И вот в эту первую воздушную, которую мы делали в начале. Также сюда соединительная петля. Теперь мы чуть-чуть вытягиваем
ниточку, чтобы было удобнее нам закрыть. Обрезаем ее. И также продолжаем вытягивать. Все, отлично. И теперь иголкой, либо крючком меньшего размера мы просто будем закрывать, точнее прятать нашу ниточку. Можно сначала пройтись немного так, под петлями. И затем с изнаночной стороны, то есть мы вывернем нашу работу, чтобы вот эта обвязка была с лицевой стороны. Вот наша изнанка. И мы можем спрятать также тут. Много прятать не нужно. Просто главное, чтобы, скажем так, ниточка запуталась. Можно здесь, например, сделать небольшой узелок. То есть вот у вас делаем, например, вот так. Здесь образуется узелок. И все, обрезать ниточку. Отлично. И у нас осталось также то же самое с иголкой. Мы проделываем вот здесь самое начало работы. Прячем ниточку. Это у нас изнаночная сторона. То есть мы сначала делаем просто вот по кругу. В петли прям прячем. Можно это делать через один, например. Перед этим хорошенько затяните, чтобы здесь не было сильно большой дырки. И также можете, например, сделать узелочек просто маленький, либо просто, если несколько раз спрятали, можете просто обрезать нитку. Она никуда не денется. Выворачиваем. И вот наша шапочка готова. Ну вот мастер-класс и закончился. Я уверена, у тебя получилась очень классная, крутая шапочка, которая будет выделяться среди толпы, среди обычных повседневных луков. Обязательно делись в комментариях своим мнением, как тебе, было тяжело, легко, что получилось, какого цвета твоя шапочка, мне будет очень интересно, что в будущем, возможно, тебе хотелось бы еще связать. Я это учту. И переходи на мой канал, у меня уже есть некоторые мастер-классы, в будущем, я надеюсь, их еще будет больше. В общем, мне было приятно снимать этот мастер-класс для тебя. До новых встреч. Пока-пока-пока.